Ну что, друзья мои, всем привет, всем добрый вечер. Вот. И Deadly Сейчас, секунду. Геймпад отсоединился предательски. Deadly Premonition, друзья мои, да. Сегодня постараемся альбомчик не собирать, хотя кто знает. Может, я сейчас прям зайду и почувствую состояние потока, чтобы... собирать кадры из игры, да. Погнали. Замечательный мод, который не работает, но теперь ошибку выдает постоянно. А ты что, сильно заболел, Хамба? Что случилось-то? Баланс в наушниках сдвинут. А куда? Сейчас-ка я посмотрю. У меня вроде ничего такого. Свойства... Ничего такого не должно быть. Ну да. Теребите свои наушники. Да я куски меланлоудера все удалил. Он без понятия, куда еще кинул их. Вне папки. О, каждый раз заходишь, и денежек все больше и больше. О, как хорошо. Начал с 500, уже 12. Привет, Нетрос. Так, и мне надо встретиться, если я не ошибаюсь, с девчонкой в полицейском участке. Убили мы очередного босса, который был, в принципе, такой же, как и прошлый. Ну ладно, он стрекозел был другой. Переподрубил уши, норм. Вот то-то же. Так, зачем... Нельзя давить пешеходов, у меня скейт такой. Хрупкий. Первый фаз, да, похоже. А чё, блин, давайте доедем до офиса, правильно? Тем более мне показывает, куда. Так, чё, вчера новую плюху Олли выучили, да? Блин, почему на одинаковые кнопки не сделать? Просто. То есть одна на кнопку, другая на курок. А где папка? Did you find Melvin? О, у нее даже ножки не достают до Nope, пола. I can't find either of them. Ага. Either of them? Обоих, да? Yeah. When I went home, it wasn't just my daddy who was missing. Mama was gone too. This never happened before. Блин, мамку тоже решили в красное дерево, да, вот это превращать. Zach, we need to stop Professor R's plan no matter what it takes. Профессор Р уже мертв, да. Relax, Patty. You don't need to worry about a thing. I'm sure that Melvin just stumbled across an important clue that's stolen his attention for now. And I'm sure he's protecting your mother while he's at it. Let's just leave the investigation to the local police and rest for today. I need to prepare a report for the HQ anyway. Отдохнем до завтра, ну ладно. How about staying with me in my room until we find them? But Все-таки привел ее в You don't номер. need to worry. I can't make you any homemade food, but I've got a first-class chef and a first-class concierge at my disposal. Oh, and a very affable bellboy. It's a lot of fun at that hotel. but Уже ноги стал раздвигать. Да погоди, мы не в отеле I еще. guess. Thanks, Agent York. You're a lady, so you take the bed. Zach and I will be fine on the couch.
Теперь можно на скейте кататься по приусадебным участкам. Да, да. Проанализируем дело это. Не, ну мог бы ее на диване уложить, она маленькая, чё и... Так, тут ничего больше нету, да? О, как ярко. Вот только непонятно, как они разминулись. Типа, дочка же дома сидела с мамкой, да? И папка, соответственно, там же был. Куда они там делись, неясно. Так, обратно ко мне в номер, или же... Пойдем прибухнем. Так, насчет бусин надо заехать. Во-первых, надо заехать в церковь посмотреть. Даст ли он там какой-то побочный еще квест. Просто это может вообще в следующей главе быть. Да, то есть прям бусину только под конец мега собрать можно. Ну-ка, можно точилу, интересно, перескать? Понятно. Сначала, понятное дело, да, сначала бар, потом номер. Да слазь уже. Поскакалец. Так, ну-ка стоит, затирает что-то. Pitiful beyond words. An ominous wind blows today. Блин, да чё он никак ни квеста не даст? Етицкая сила. Ладно, девочка, поехали в номер. То я смотрю, заждалась. Блин, что такую хрень дают? Какие-то тарелки дешевые. Ну, судя по их количеству, это какой-то прям основной ингредиент для крафта. Наверное. Ну-ка. Да ядрить! Похоже, кроме бордюра на нем ничего не перескочишь.
Ну, за бордюр этого спасибо. Девчонку не показали, да, как она за мной бежит. Ну ладно. Не хочет палиться. В Elden Ring сделал все ачивы, теперь уже НГ-5. На таком НГ уже на некоторых боссах уже лицом не потанчишь. Слава богу, спасает щит репоста. Сидишь за щитом и кекаешь. Вон, щит пальца, наверное, да, таскаешь? Ой, не знаю, я что-то вот второй раз думал за мага пробежать и... Блин, неохота так эти все пещеры, честно, копать. Прям... С пещерами неудачная идея. Надо было несколько данжей сделать и все. Ну, таких, знаете, хороших. Ой. А чё она сразу спать-то улеглась, глянь? Ну ладно. Zach, the Clarkson family tree is nothing like we thought it was. We need to reorganize everything we've uncovered so far. She was so tired she fell right to sleep. Hey, Zach, I'm in a very difficult spot right now. I feel like this case is heading in a direction that will be extremely unpleasant for her. А, ну ее, точно, ее же должны сделать это плодом, да? По плану. Доктора Эр или как он I've там. never felt anything like this during any of our cases thus far. Мистер Р. Заманил-таки. Лолю. Ладно. Не, вот это в Bloodborne тоже. Но это прям, блин, вот эти сгенерированные данжи, это прям очень плохо. Прям отвратно. First, let's go back to the beginning. Lise Clarkson's body was found hanging under a bridge over the bayou, in a deserted spot close to where the bayou meets the Mississippi. The one who fired the pistol at Heaven surely had no idea what he would find there. В смысле не угодишь мне? Да нахрен сделали бы 5 данжей на всю игру. Хороших, и все. Нахрена их там кучами такими делать? Я про это говорю. Не угодишь тебе. Speaking of which, Zach, Chuck, the man who started this race we're running, what's his occupation? Профессионально играет. right. Роковод. He's a crawfish farmer. And after chasing a poacher's boat that crossed over into his farmland, he went up the bayou and was fortunate enough to find Lisa's body. I doubt it was a very pleasant experience for him. But if not for his discovery, Lisa's body might have started rotting out there. He's a difficult person to be sure, but I don't think he's a bad guy. Chuck said something peculiar. He claimed the Clarksons were a little better when their son was still around. I don't know exactly what he meant, but we ended up meeting the person he was talking about, didn't we? Under very unexpected circumstances. Leonard Clarkson. He ran away from home, found his true self, then changed names. So, Zach, do you remember her name? Helena Doman. The townspeople call her Lena. She was also known as Professor R while she plotted against the Clarksons. She's the mother of the new drug known as Sang Rouge. She must have also had a group of followers who worshipped her fanatically. I can see it now. Lena sprinkling down the red powder, corrupting every last pure and innocent girl in town. Lena mentioned her plan each time we met.
She must have taken us for utter fools, Zach. She thought she was always one step ahead of us, and that we'd never see the full scope of her plan. Well, her plan isn't complete yet, and I know we can still stop it. That's why we need to learn all we can about her. Her alias was Professor R, and she was well learned in the areas of medicine and fire dynamics. То, как она, огонь подожгла, динамика огня. Подкована в динамике огня. By the way, Zach, do you remember what weapon Lena used to murder PJ? Блин, ну Пиджей она, в принципе, убила задушив. А потом они от бомбы оба померли. Correct. She used a miniature bomb. Спецдинамики Земли, понимаете? Ну, To tell you да. the truth, she surprised me. That bomb was so well placed. It left hardly any damage on the building itself, yet still did amazing work on them. Lena should have used that brain of hers for something more productive than that saga of revenge. For example, reviving Lucare's economy from the industrial sector. Widen your perspective, and you'll see that Louisiana is an industrial treasure trove. With her intelligence and her charisma, I'm sure she would have found some amazing opportunities. Such a tragedy. Zach, there's one more important matter we need to think about here. Galena Clarkson, who was murdered in jail. Кто убил, так и непонятно, да, Her ее. body was dismembered, then rearranged into a V shape. Patty and Melvin claimed it was a severed roots killing, but that doesn't make sense to me, and PJ Clarkson disapproved of it when I met him in the other world. He saw Galena's parts lined up and was overcome by an inexplicable fear. Tell me, who killed Galena? Я не знаю. Unfortunately, we don't have the answer to this one yet. And it's too big a problem to solve with mere speculation. Да может и шериф убил, да? Конечно, мамка девчонки может быть, но, скорее всего, хрен его The знает. answer to this question may lead to a major turning point for this case and the final turning point for this story. You know it's true, Zach. I only hope it doesn't push us down an avenue we didn't plan on exploring. Кто ее мамка? Да и мы ее только на фотке мельком видели. Она типа очень болеет. А что там? Непонятно. Ну, вон Лиз Кларксон. Нет, не Лиз. Это первая девчонка. Старшая дочь Кларксонов. Так известно, это мамка шерифа, да, получается, старшая дочь Кларксонов. Do you remember PJ's last words? Lena had intercourse with her older sister. Her own flesh and blood. Ну, я говорю, This получается, means Патрисия there's still это как one more раз от person этого out there who транса. inherited PJ's blood. Ой, занималась сексом, но не значит, что она родила-то, да? Богинь плодородия. Да, мамка старшая дочь, а это внучка как внезапно. И там либо сам шериф замешан в этом исполнении, либо хрен его знает. Еще непонятно, чем больна, да, потому что она там тоже мутировала в какого-нибудь там стрекозла. Да, ну не обязательно прям все плохо при кровосмешении будет. Шанс как бы больше, что все криво пойдет, ну Oh, fucking это же не poacher, обязательно. now I gotcha. Caught you red-handed. Ха! Лох. А они по соседнему руслу плывут. Вот что ли, да, она?
Ага. Ядрить, она там болеет нормально и в раздуло. Ну, скажем, не такая худышка, как можно было бы представить. Хорош. Штрафы. Применение сил, награда. Твердый лис. Гигиену. Гонку на скейтборде. Знаете, сколько миль проехали, а? С 20 до 99. Он говорит, за убийство редкого зверя 10 дают награды. Он говорит, штрафы. Штраф только за то, что я там один раз шибанул, пешеходов немного позбивал. Убит врагов тени 157. Капитаны Пульчинелла, Панталона, Орликина. Панталона. Красные тени 68. Братик по симпотнее был. Ну да, есть такое. Soon. I'm almost there. Just... Please, someone. Но он же не должен проявиться, потому что он в первой части же, ну, не был проявлен, Зак. Получил киселем. Блин, сейчас бы киселя малинового. Эх. Да, что-то его покоробило немножко. Let me try and summarize this. Helena Doman was the mastermind behind the entire incident. But Helena Doman was actually P.J. Clarkson's son, who had severed ties with the family. Helena was also known as Professor R, the mother brain behind the drug known as Sang Rouge. Помню, купил киселя, открыл, он начал во все стороны разлетаться. А ты бы уловил и прям в рот бы клал. Оп, киселе в рот. That's right. She was responsible for everything? Not everything, but most of it. Almost everything went according to her plan. But if you'd already figured out that much, why did you continue to stay in Lucare? Because we had to. You had to. Whatever for. Ну, очевидно, дело ж не довели, блин, до конца. Шериф с эту исчез куда-то, кто как бы расчленил, да, тоже непонятно. Вырви кровь, переступер палец. The goddess was still there. The goddess. The goddess of fertility. Lise Clarkson's body. Not her. She was as beautiful as a goddess. Да блин, она ж не очень была. Вот моя девчонка хорошая, а это была не очень. But she wasn't the goddess. She was just a tragic victim. Then who is the goddess of fertility? The person at the root of this case. Is it some kind of metaphor? For example, the vast wealth that the red powder yielded. The goddess of fertility embodied abundance on the outside. But on the inside, she was a hollow void. And that void was Ну, мы видели ее the только small богиню, видим, плодородия hole of на Lucare. лодке с пузякой таким.
Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Ведь заткнулся, самое главное. Мамку как зовут? Блин, да что-то как-то он называл этот шериф, а может и не называл, кстати. Пуза есть, нету. Are you okay, Плохо, Mr. Morgan? плохо. С пузом всегда солиднее. Был солидным стримером. Morgan almost sounds like a prophet talking about the end of the world. Vague, elusive, and intent on deceiving those who listen. But every now and then he adds an interval of truth. Patricia Clarkson is one of those. She's something special. Something irreplaceable to him. Ножкой сучит. Instead of kicking your floor, perhaps it'd be wiser to invest in a soundproofing mat. Ты глянь, тут какая площадь, ядрить. Вместо того, чтобы стучать по полу, было бы мудрее вложить деньги в звукоизоляционный коврик. Мне что, для того, чтобы стучать, деньги надо вкладывать типа в это? Или как она так выводит, интересно? Стучу-то я бесплатно, а коврик платный. Yes, of course you are. You think we lack a common human trait, and that bugs you. We're crazy. Human refuse. That's how we look to you, isn't it? I would never go that far, but you did surprise me. Just doesn't seem like the kind of attitude one should display when in the company of others. Yes, we're sorry. We agree with you. It just made us remember a time when that noise kept ringing out. That flight from Newark Liberty to Seattle Tacoma. It was the first flight we took as FBI agents. The plane was shaking violently due to turbulence. And when we looked to the side, we saw a young mother cradling a baby with a frightened look on her face. We got worried, so we spoke to her. Then the baby started crying. It was so loud. We couldn't resist plugging up our ears. And since it was so loud, the rest of the passengers started glaring at us. At first, the mother and I waved our hands, but our efforts were in vain. It never stopped crying. The more our anxiety levels rose, the louder its cries grew, shrill and piercing, as if they were heralding the apocalypse. We were powerless, and the baby's mother was helplessly bewildered. Once the plane landed safely in Tacoma, the baby finally stopped crying. Ох уж эти дети, которые любят поорать. We heaved a sigh of relief and looked at the mother. Then she said, "Whose child is this?" We were shocked. So we asked her what was going on. Apparently, sometime after she boarded the flight, that baby randomly appeared on her lap. Ну все правильно, мамка летела, блин, ребенок орал, ну нахер, блин. Спихну кого-нибудь еще. Then it ordered her to call me over and kept sitting there. Can you believe that, Belle? Bizarre, isn't it? While we were talking, the baby disappeared. The being responsible for all that loud, grating noise simply disappeared without a trace. Ever since then, whenever I hear a baby crying, I remember that bizarre experience. Well, what do you think, my fairy? Was it some sort of sign? Да. By the way, you're still searching for Patricia, yes? You don't need to worry about that. We're investigating. In fact,
We've almost reached our goal. We just need to find some conclusive evidence. Че, и Патрисия, значит, тоже куда-то делась? Ну... Oh, we sincerely hope that's the case. Hard to believe, though. After all, so far you've just been barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. That's right. You shouldn't be wasting time here. You should be out there. Looking... Then I'll just ask you straight away. Do you know where she is? No, we don't. But we can feel her when we close our eyes and become one with the world. It's very faint, but we can see her. We can see Patricia. Are you trying to distract me again? Or do you really expect me to believe you're clairvoyant or something? За старого Зака дадут поиграть, да? Блин, ну я сомневаюсь, он по идее не должен появиться. Или появиться и опять исчезнуть потом, потому что в первой части-то его не было поначалу. Да и за бабу тоже не дадут. Значит, с Патрисией что-то случилось. А, 2019, ну хз. It's metaphysical offender profiling. Я сомневаюсь. He actually asked me where Patricia is? Does he have full confidence that we'll never find her? Дело, ну просто, блин, здесь город навряд ли будут рисовать. То есть это Бостон или где они сейчас там находятся. Это не деревню заколусную сделать. Fine. I can deal with that. I'll just ask him everything I can about the UncleRorik'om case. So you think Galena was murdered by Helena Doman, her own brother? No, not her. Galena was someone else. Then who killed her? It's written in the report, isn't it? Yes. But I'm asking you. Would you mind answering me in your own? You see, I find your entire story highly suspicious. It's a complicated matter. Extremely complicated. By the way, how did the FBI find Lisa's body? After 14 whole years. That's none of your business. Are you saying they just happened to be investigating the Clarksons' cold storage warehouse by pure chance? А напарник ее не пришел, да? Получается, я всю вторую главу рассказывал, пока он там в толкане срет сидит. Нормально. That there was some undercover terrorism plot afoot there? I said it's none of your business. Well, then we'll just have to guess. It was an anonymous tip. A tip related to Saint Rouge. Did we hit the nail on the head, Belle? But that's not what we want to know about. After all, the FBI gets hundreds of tips every day. Right, my fairy? It was always that way, even back when we were on duty. Here's what we really want to know. Why, out of all those tips, did you select that one? Would you tell us that much? Belle, what urged you to make a beeline straight for this case? That's none of your business. Ой, ой, какая. Сам, небось, Зака отправил, Don't да, let him draw подсказку. you into his game. Stay calm, Aaliyah Davis. Задумчивая Али. The future influences the present just as much as the past. You asked me why I spent an entire 2 days observing you before I came to speak with you. Well, here's why. Over those 49 hours, I observed the intervals between your actions, when you were neither doing something nor doing nothing. I intently studied your intervals between action to action. People reveal everything during the intervals between their actions. For example, when you eat alone versus eating with someone else. The most prominent differences always appear when someone either begins or finishes eating a meal. And since these are unconscious actions, they can't be consciously hidden. When you prepare to eat or finish eating, when you move in to clean up,
When you pick up a book or close one. When you raise a cup of coffee to your human actions speak volumes. Not even the person doing the actions is conscious of them. That's what lies in those intervals. That's my modus operandi. And here's the conclusion it helped me reach. There's one other person in this house. Isn't there? Опа, чё, Патрисию, что ли? В спальне, наверное, лежит. Внезапно. You're incredible, Bill. You outdid all our expectations. Impressive, to say the least. You're right, Bill, but only half right. Блин, девочек, наверное, каким-то дерьмом или еще хренью стало непонятной. You should still be proud, though. Honestly, we never thought you'd make it this far. You've got real talent. Most of what you say is disjointed and illogical. If this goes to court, I won't let you claim that your testimony is inadmissible just because of your little indulgence there. Fine by us. We can even put it in writing if you want. We won't run or hide. Will we, my fairy? Where's the paper? I know I had it around here somewhere. Where is it? We're fine. Hey, everything okay? What's going on out here? Oh, don't tell me. He's just suffering from nausea. I was more worried about you. You were in there for quite some time. Yeah, sorry. Ever since you got here, I've been all backed up. Mr. Morgan, can you stand? Oh. Is this a sign from the coffee? What could it be? What is it trying to tell me? Think. Is that a dragonfly? Footsteps. Big footsteps. Footsteps. Big footsteps. Глава 3. Some Да. odd fella was following her around, stalking her like. That poor girl, Lise, she was a druggie. And she was into the really bad stuff. The Red Soul has the power to amplify the unique characteristics we all possess, mentally and physically. That's why I created the Holy Red Powder. Что, мне ноги у кого-то выросли, что ли, от наркоты этой? You okay? Hey. We're fine. Just feeling a little tired. Would you take us to get our medicine? Sure. It's in the bathroom, right? Лучше лекарства сюда принести, тоже мне. Seems like he's calmed down a little. We should let him rest for a while. One more step and I could have cornered Morgan. But so be it. I can still keep investigating even if the owner of this chair isn't present. Simon Jones, what a piece of work. How can anyone have such bad timing? Shouldn't you look after him? I gave him his meds and let him rest. Let him rest where? In the bathtub. It happened to have a blanket and a pillow in it. What? But why? I don't know. Maybe he sleeps in the tub. I feel like I saw that once in some vampire movie. I don't know what you're talking about. More importantly, how long has he been like that? It's stage 4 cancer. He's had it for a while now. No, I'm talking about his face. It looks as white as a sheet. You can even see all his veins. I've never heard of any cancer side effect like that.
knows? But now that you mention it, he started going really crazy around the beginning of December. In what way? He changed pizza places. This better not be another joke. It's not, really. It's before December, he always used to order delivery from a Chicago-style joint all the way up near Medford. But one day, he took one look at one of their trademarked red boxes and totally lost it. Red, huh? You better believe it. He started screaming gibberish at the pizza boy and chased him away. Next thing I know, I see him toss the pizza box out his window. Do you think that's when his fear of red began surfacing more А prominently? что же он за пиццу без красного заказывает, интересно? Beats me. I mean, there isn't a better Chicago-style pizza place that delivers around this area. How could someone give up on that just because they don't like the box? I don't get it. Красный бывает разным? Ну ладно. Were you serious for even a fraction of that story? What's wrong, Aaliyah? You hungry or something? Excuse me? What are you insinuating? Well, you're staring right at an empty pizza box. Please don't compare yourself to me. Besides, I have a refined palate. Ой, ну все, прям обвинили, что пиццу захотел. Обидка. Hey, that was uncalled for. Pizza is a sacred food, remember? You don't need to feel embarrassed for being unable to stop staring at it. It enthralls all who gaze upon it. That's the power of pizza. Pizza. Stop, Where? Agent Jones. I've had enough of this sacred pizza bit. I'm sick of you Chicagoans and your obsession with pizza. Pizza, pizza, pizza. 24 hours a day. That's all you ever talk about. What's next? You gonna launch into a tirade about how deep dish is the only proper way to make pizza? No, Aaliyah. Третья часть, если будет не про нее. Да, она... Да хватит, не... Я сомневаюсь, что третья часть вообще будет You когда-то. just don't get it, do you? As a Chicagoan, I'm proud of the deep dish pizza. But get this, I love New York-style pizza too. It doesn't matter what kind of pizza it is. As long as it's a pizza, it's beautiful. Да, это ты школьные пиццы не пробовал. Тогда бы так не говорил. С плавленным сырком, вареной колбасой и луком. Тоже вареным. What? Still don't get it? Okay, here. А, ну и майонез. I'm gonna put it in terms that I'm sure even you could understand. All pizzas are created equal. Нормальной школы не видал. Eat your heart out, Nietzsche. Just forget I mentioned anything. Why do you think he's trying to survive so badly? Почему он What хочет does he выжить? hope to Ну, видимо, achieve? хочет выжить просто. Что значит? Вопрос такой. Зачем он хочет выжить? Удивительно. What do you mean? He who has a why to live can bear almost any how. No more Nietzsche. Please, just stop. I feel like my ears are gonna start bleeding. Hey, Agent Jones, want to know why I love Nietzsche's quotes so much? Sure. Потому что ты душнила, что там? I first discovered Nietzsche in a shelter after Katrina. At the time, I was shell-shocked, hopeless. I wanted to die. How could a 13-year-old girl go on living alone with her little brother? Then, in that shelter, I met a college professor. His school was damaged by the hurricane, too, and got closed down. He also lost his family and was living there in the shelter, just like me. So we gradually started spending more time together.
I'll never forget the 3 months I spent with him. He loved Nietzsche. And out of all of Nietzsche's quotes, there was one from Thus Spoke Zarathustra that he repeated over and over again. Так я не понял, я думал, он их, типа, у себя там потом приютит, или он просто с ней жил там, да? Better know nothing than half know many things. Better be a fool on one's own account than a sage on other people's approbation. I thought it was a strange quote to hear from a college professor, you know? Why would he think it would be good to be a fool? But I understand what he meant now. He was trying to encourage my little brother and I, so that we'd be able to bear the weight of the victim label that was about to be slapped onto us. So that we could go on respecting ourselves, without ever succumbing to all the patronizers. After that, my grandmother in Lafayette took us in. And that was the last time I ever saw the professor. But whenever I quote Nietzsche, my memories of him come flowing back into my mind, and they give me the power I need to keep pressing on. So I'm gonna keep quoting Nietzsche, just to make sure I don't forget my roots. Oh, I see. Yeah, I think I get it now. Парень не быстро соображает. Nietzsche is to you what pizza is to me. Sorry for giving you a hard time about it. You are free to go on quoting him whenever you want, of course. I won't say another word. Agent Jones, what the hell is wrong with you? How dare you compare Nietzsche with pizza? Oh, come on. Блин, вот это стрёмно будет потом запись, да, их просматривать. Сдадут в агентство и вот эту всю шляпу будут смотреть. Let me get one thing straight. You started this investigation based on an anonymous tip, right? What kind of a tip was it? Phone or mail? What does that matter at this point? This may surprise you, but these kinds of details really eat me up inside. I always get hung up on the most insignificant of details, especially during the most vital times. For example, you know how people go to bed early the night before they have a big job? That's exactly the time where I start focusing on meaningless nonsense. When did I last clip my nails? How long is my milk good for? I just can't help myself. I can't resist the need to know. It's just the way I am. It was sent in an envelope, postmarked December 28th, sent out from Louisiana. What did it have inside? A postcard with a dragonfly on it, a wrapped sample of Sang Rouge, and a note. What did it say? Investigate the Clarksons. F.K. F. Clarkson. That's it? Yes, that's it. Who's F.K.? Anonymous tip, remember? It's obviously just a fake name. Did you confirm that? Of course I did. Louisiana has a population of 4.5 million. The FBI database has a list of 6,682 individuals whose initials are FK. Пицца и Ницше. Единство в противоположностях. Глубокая философия. Почти как в фильме «Глубокая глотка». И дали по тексту восхищение фильму. Соскучился о цитатах Йорка, да. Вот так вот. 1 out of every 6 individuals is a child under the age of 14, born after 2005. The remaining 5,500 people include those whose initials changed after they married, or incarcerated individuals. After subtracting those, I was left with 3,800. That's when I stopped searching for FK, and I decided to change up my approach. It isn't important where the tip came from. All that matters is solving the case. I got this far by taking the most efficient route possible. Are you satisfied now? Yeah. Thanks. I feel a lot better now. Yep, it all... The letter that was delivered to me bore the Clarkson symbol. A postcard decorated with a dragonfly. A single sheet of paper ordering me to investigate the Clarksons. And... Ну, внезапно еще добавили всего. Так, ну, тут
Очевидно, надо вниз. Ну давай, 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 вниз. Дай ядрить. А как вниз посмотреть? Ну, давай DVD-диски вначале тогда. Oh, Aaliyah. Getting curious now, huh? Here, I'll find one of my favorites for you. How about this one? Who Framed Roger Rabbit, directed by Robert Zemeckis. It's a fantasy movie that mixes real actors with cartoons, using what we'd call CG these days, I guess. Yeah, I know that one. It's the one where Michael Jordan plays basketball with all the cartoon characters, right? Нет, большая ошибка. What? No, that's Space Jam. It's not even the same director. And besides, that one has the Looney Tunes in it. Whatever. Either way, I'm not watching it. Fine by me. You know, you're really lacking in the cute department. Is that supposed to be an insult? No, not at all. I'm just trying to help you turn a new leaf. I'm your invasive partner, remember? Why do you care so much? I like myself just the way I am. No, wrong answer. I think you could use a little more softness. You know what I mean? That would definitely make it easier for people to help you out, you know. You're flawless, intelligent, and charming. All you're missing is some soft spots. Soft spot. Yeah, you know, like when people find out a super serious politician is actually a huge comic book nerd. Something like that. You've got to have something. Something you secretly like that people wouldn't expect. Да может втайне она пиццу любит, алё. Кто знает. Well, I don't. End of story. Hey, uh-oh. The lady doth protest too much, methinks. What do you mean? I just said I don't. Which means you definitely do. Well, what is it? Come on, I gotta know. Все, что ли? So, why did you decide to take this case? Because it's my job. Наговорил же на 10 домогательств, ну. Really? Why not? You aren't just following orders here. You've got way too much emotion invested in this. Some kind of special emotion. There's no use trying to hide it. Despite how I may look, data analysis is my forte. I know how to see through lies. I don't mean to be nosy, but would it kill you to confide in me a little? I didn't manage to live this long simply because I'm fiendishly handsome. And besides, we're going to be tiptoeing across a thin line of legality with the rest of this case, so I'd prefer to have some probable cause. That way, at least I can back you up when you need me to. There exists in the world a single path along which no one can go except you. Whither does it lead? Do not ask. You're pulling out Nietzsche at a time like this? Come on. I have a little brother. After overdosing on a certain drug, he was thrown into rehab. После того, как Саймон посрал, у него прям мозги прочистились, перестал быть тупым валенком. Да, что-то сомневаюсь. Сейчас говно-то опять поднакопится. He's been clean for 2 years now, but he still won't utter a single word. All day long, he's plagued by hallucinations. He can't tell if he's dead or alive, if this is reality or if it's all a dream. Sang Rouge. That's right. The doctor can't tell what's causing his condition, so they can't treat him. He just told me to prepare for the possibility that I may never get my brother back. This was his. I bought it for him after he graduated high school and found a job. He never got a single chance to wear it, though. Someday, I believe that he'll get better. And I'll get to see him put this on and head out to work. So you think that if we nab the person behind all this, we may figure out how to conquer the addiction? Right. You really think it'll be that easy? Так убили же изобретателя вроде, да? I don't know. But I can't just sit around and do nothing. He's the only family I have in the entire world. What about your parents?
When I was only 13, Katrina took him, leaving my 7-year-old brother and I behind. I'm sorry. It's fine. I've already dealt with my past. Now I'm just working as hard as I can to complete the duty I've been given. Hey, Agent Jones, I just want to double-check one thing. You didn't find anything in the bathroom. Nope. Nothing in there. It must be the bedroom then. Just like I thought. Are you serious? Huh? Now you're having second thoughts? Well, not exactly. Then what? I understand how you feel, but he's got an incurable disease. And he used to be one of us. So? The truth he's given us so far could all be completely fabricated. He's a genius lone wolf agent who solved nothing but difficult cases during his years of active duty. That's what they told me at Quantico, at least. Over and over again. I had to listen to them talk about how no one could ever replicate the kind of work he did. But let's be real here. You saw his face, didn't you? Привет, Helpers. It was inhuman. It looked like the face of a killer who's been possessed by death. Patricia Clarkson is here, in the next room, only a single wall away from us. After 14 years, he went back to Le Carré, kidnapped her, and imprisoned her here. Так, может, она и сама поехала, девка-то выросла. Как раз ей там под тридцатник уже. Поменьше, да? He's trying to complete something big right now. 25-26. Something that's deeply connected to Saint Rouge. Тайна за дверью. 10-11 было, да? Рудивка-то здоровая. Да что они все сглатывают, непонятно. Ага, расчлененка. Да, кто-то забайтил. А там он кто-то под одеялком лежит. Очень маленький кто-то. Так, что за хейт, Хелперс, я не понял. Pictures of people from Le Carré. And this wall is dedicated to Greenvale. Гринвейл я плоховато помню, если честно. All the deceased have been crossed out. Sheriff Melvin Woods. Кэнди Вудс. Вот, да, видимо, Кэнди. Кэнди померла тоже. И, блин, и про Мелвина заспойлерили. Ля как. Где Суприм? Нет Суприма, не играется. Lise Clarkson? Where's Patricia? Да нет, Патрисия, очевидно. That's our altar. What are you doing? Что она как будто сейчас ее ножом прирежет. Бладж, да, весь прошли. Ну ладно, не весь. Внезапно. Да она, скорее всего, где-нибудь застряла там в этом междумирье, или тоже какая-нибудь с ней такая ерунда произошла. York! Agent York! York! Agent York!
Agent York? Hey! Hey, Agent York. Что-то девочка немножко подросла, что ли? Это сейчас, да, вас... You're Lise Clarkson. Лиз Кларксон? А, так то Лиз была. Ну ладно, Лиз миленькая была, не то что на фотке. What's wrong? You're acting weird. Sorry, Patty, I'm fine now. More importantly, do these red seeds come from some kind of plant that grows around this area? I don't know. А What вот do I чего look like, a накрыло-то. botanist? This isn't your average backwoods town. The Clarksons' ego and control has been piercing the town's heart like a massive dinosaur bone. But over this past century, time has been busy eroding the beast's power from within. And now, the very thing that once fortified this town is polluting it with putrid gas and rotten marrow. Zach, this is the point where it all collapses. Улики рядом с алтарем, где нашли тело Лиз. Внезапно. Сердце быка, многогранник, отсыл очка. Так, бусины, коктейли, все вроде как полагается, да? Вы думаете, к Мору это, да это перевели у нас так? Ох, сука, белка! А птичку стырила. Собака сутулая. Поищите улики. Ну как... Да что-то не особо их, да, здесь много. Или тут как-то зайти можно, да? Ага. The growth is all missing from this particular section. It wasn't just cut away. She used fire to burn it out. Everything was planned so meticulously, as if she wanted to show this altar to someone. That's why Chuck ended up discovering it. There's some decomposing cloth here. We saw the same type of cloth at the sugarcane plantation. They must have used that cloth when they transported Lisa's body. But who cares about mundane evidence like that? This isn't a case that can be solved by gathering the kind of evidence we'd need to submit to a court. These red seeds keep sticking out to me. But we need to figure out what's going on with this altar before... Isn't that right, Zach? Ладно, ладно. After Lise Clarkson was murdered, her body was put back together here, just like how Galina's body was dismembered, then rearranged within the holding cell. Lena Doman and PJ's bodies were also blown to pieces in the end. Perhaps that's the nature of the curse that's taken hold of the Clarksons. What do you think, Zach? Is there any significance to these similarities? This altar is covered, but there's hardly any residue left. There's no way for me to tell what was burned here. I could send it home for analysis, but is that really necessary? It'll just end up giving Abrahams more busy work. More importantly, Zach, someone who knew how to manipulate fire was behind all this. In other words, these roots prove that Lena was here. And that's a... Ну, такое доказательство, что Лена здесь была, конечно. Zach, this is an ominous sign. Among all the different footprints here are a set made from engineer boots. Yes, I know. He probably only made them when he came to inspect the scene. I'm sure that Patty and I left our own set of prints here too. But how do you explain the set that's inside the yellow tape?
Да. Hey! FBI! What the hell you doing back here? Блин. Расследую, очевидно. Гений. Кому как не мне быть здесь? Чё ты там делаешь? You already solved the case, yeah? So go on! Get your ass out of town! Why do you think I solved the case? Shoot! Exactly how stupid are you, FBI? This is Luke Carre, remember? Every feller in town already knows that Professor Orr's the one behind all this shit. Hey, Chuck. Can you see the altar from there? I'd see the whole damn thing. Along with your stupid ass standing there, trying to act all smart and shit. You told me that the poacher's boat you were chasing disappeared around this area, correct? Yeah, that's what I said, all right. What, you forget already? If you're just gonna waste our tax dollars out here, least you could do is catch them goddamn poachers. Fucking FBI, go and make yourself useful for once in your damn life. Chuck, we don't chase down fishing boats. Unless it's a terrorist boat that plans to overthrow our government, that is. Huh. Then stop acting all leery, like I ain't being truthful or whatever. I'm busy too, you know. So long, FBI. Zach, he just taught us what the true purpose of this altar is. It was built here so that the ritual could be watched from a boat in the bayou. What do you mean? They could have just walked out here. There's no reason why they had to watch it from a boat. The goddess of fertility, Patty. Что-то расследуем, потом приходит Хунган, короче, говорит нам, что надо сделать, и все. В воде где-нибудь, небось, да? Ну давай, Хунган, давай. Ага, вон. The goddess of fertility. A fine name indeed. So much blood has been shed. Yet you remain in this town. Surely you know why. Of course I do, Hungan. My work here isn't finished yet. You know, I could really use one of your oracles right now. You're more fun than I thought. Here's the oracle you ask for. Listen with your heart. Speak to the 17 comrades who saw the birth of New Orleans. Feel the holy Allah. The giant lady's finger points down toward your goal, the entrance to the forbidden. Poetic and graceful as ever, Hungan. Понятно. Блин, 17 мне цифра не очень нравится. Много. Hungan's oracles are leading us toward the core of this case. That's the one thing I'm sure of. But don't misunderstand, Zach. I'm not blindly following him. I only follow my intuition. Metaphysical offender profiling. That's all there is to it. The 17 comrades must refer to some area that has 17 of the same thing in it. Да We may need померли to use history наверняка. to figure this one out. After all, we need to find someone or something that saw the birth of New Orleans. Вот оно что. That's it, Zach. Это дубы старые. Да, дубы The колдуны. French established the colony of La Nouvelle-Orléans in 1718, just about 300 years ago. The only 17 comrades that would have been around back then are the 300-year-old oak trees along this road. A majestic road lined by oak trees. Come on, let's go ask these sages of Lucare for some help on our investigation.
она очнется, the я спросил у holy Ясеня, Allah да? is a shockingly simple metaphor, especially considering the quality of the oracles we've received thus far. It seems as if Hungan's poetic muse is finally running dry. The great thing about us Americans is that we can recreate our homeland anywhere. We're happy to transport crunchy, that's it. I never doubted you, Zach. The holy Allah refers to a water tower, Блейзер пассив зафокал. specifically that water tower with its Clarkson family crest. It must be hiding some sort of clue. Let's fill the Allah and see what it yields. А про дамский палец неизвестно, да? Zach, what do you think the giant lady's finger is? I'm at a loss. I never thought one of Hungan's childish riddles would force me to think so hard. But, oh well. I'm sure that as we deal with the rest of the oracle, it'll reveal itself to us. What? Is there something on my face? Listen carefully, Patricia. As my skilled assistant, I trust you a great deal. So I want you to answer me honestly. Answer what? Do you have any idea where Melvin might have gone? No. He didn't seem to be acting or talking Блин, ну уже differently than Мелвина usual. заспойлерили, что он понял. Помер, конечно, нехорошо так было делать. No. I don't... Okay, I believe your words. Хотя еще он еще может жить, да? Zach, we have a lot of work to do. It feels like we're finally approaching the climax here. Или пропал. Ну, может быть, да. Вот теперь, по идее, на бусину квесты доступны будут. И может быть даже апгрейд. Ну ладно. И мамка, да, зачеркнута. Ну, вдвоем они куда-то делись. Так просто ее не наполнишь, это наверняка. This thing sure looks tall when you look at it up close. But why do they gotta build it up so high anyway? Чтоб The напор давал, height gives them the очевидно. necessary pressure to pump the water out. Also, building it in a spot where anyone could easily access it would only create more problems. Problems? In a certain Missouri town, they built the water tower low enough that a person could easily climb up to it. And that's exactly where a mass murderer decided to hide the bodies of all his victims. The water tower was so low to the ground that he could even climb up to it while carrying a dead body on his back. Мировая дата. Сейчас 2005 год. Incidentally, they ended up finding a total И of тут тоже, да, 43 красные bodies in there. семена есть. But the part that truly shocked Zach and I wasn't the number of bodies, Patty. What? It was the fact that over the 6 months from the first murder to when the case was solved, that whole time, the townspeople had been drinking the water. Agent York! Look! I think we can climb up from there. Let's go. But Patty, I was just getting to the good part. Чё, девочки, пора взрослеть. Ну да, точного числа нет. 2005 год, а лето 2005. So this is our town. Looking down on it from here, it's hard to imagine any bad stuff ever happened at all. Listen carefully, Patricia. You just leave Melvin to me. I promise I'll take care of things. You're grown up.
You're more of an adult than anyone else in this town, I guarantee it. But that doesn't mean you have to suffer through everything without ever saying a word about it. Just remember that, okay? По денежку. Белка бежит. Zach, it looks like the holy Allah hasn't been sucking up water properly. No wonder the shower in our hotel room felt so weak. Patty, who manages this water tower? This is Lucare. You should know the answer to that by now. The Clarksons. Judging from their current situation, I don't think they'll be able to give us a timely response. Yeah. Do you know where the water comes from? Probably Isaac Lake? That settles it. Let's fill the holy Allah and solve this problem ourselves. I knew you were gonna say that, Agent York. Это 29 августа реального мира. Ивент, в котором 400-я печать будет. То есть... В смысле? Какая 400-я печать? Давай, девчонка, не отставай. We've been in this town for longer than we originally planned, haven't we? Oh no, I'm not complaining. I'm used to living out of a hotel, and I love southern food. There are some inconveniences, though. There's no movie theater in this town, nor is there a video rental store, and the TV in the hotel room doesn't get any of the on-demand movie channels. We'll just have to get lucky and encounter a movie being shown on TV. The movie environment in Lucare is no different from that of the 70s, Zach. No, they don't have a movie theater. So I suppose it's even farther back. И Нет поплохело ненадолго. Держитесь, пацаны. Ачивку из игры глянуть? Да, я не знаю, может и нет такого. Фигуранты дела, руководство, данные, печати. А, ну вот эта ачивка и есть. Блин, то есть печати и ачивки, а мне сказали, что костюм будут открывать за это. Примите участие в чем-то. Дней проведено в лекаре 365. Вы что, наркоманы? Облагораживание лекара. Но это пока не знаю, что за облагораживание. А, 29-й, что там делать? Не, ну почти как в армию сходить, да? Ох, предметов надо набарыжить. Все изменю в ресторане ананас. Спальный мешок 10 раз. Ой, блин, я так не люблю эти ачивки. Это прям очень плохо. Я думал, это аллигаторная ферма, а тут, блин, это водонапорная станция. Ну ладно. Что ж при детях куришь, а? Isaac Lake? That's the name of the former head of the Clarkson family. When he retired, they built this lake to commemorate his career. That's why it's called Isaac Lake. They wanted people to remember the power of the Clarkson family every time they used their water, huh? You sure don't miss a beat. The water level's higher than I expected. They probably haven't been out here to check on it since Lise was murdered.
I bet that's where the water gets sucked up into the water tower. Ну ладно. Аллигаторы. Mr. Alligator, never thought I'd have to use you to fight a real alligator. Just what does that skeletal gentleman have in mind for us, Zack? Перебить аллигаторов. А мы тут уже были. Перебивали. Теперь 80 печати убить столько-то вражин. Понятно. Так, тогда я их выманивал, теперь они сами нападают. Ой. Сотая печать, 100 раз помереть. Это, блин, ну чисто ради ачивки, да, наверное. Тут помереть-то проблемно. Ладно, от кучи аллигаторов можно помереть, согласен. Но не более того. Соберу собственный, да. Что так много-то? Ну, типичные, да, ачивки сделать чего-то много раз, это понятно. Я помню, Вольфенштейн новый играл там. Ну, не самый последний, не второй часть, первую. И там, чтобы какие-то плюсы к оружию, надо было хоть просто безумие делать постоянно. Там убить кучу кого-то там то в голову, то еще... Ой, такие тоскливые прям. Да ядрить! Они что, там респятся, что ли, под водой? Ну, похоже на то. Не, ну в принципе это неплохо, то, что можно пофармить. Да, похоже, ладно. Сучка. Знаете что? Весело, конечно. Нет, блин, ну классно, конечно, их пофармить, но не очень. За определенное количество печати костюма. Эх! А костюм с розами есть? Пульт резиновая. Прям в глаз, ничего себе. Open the door, Patty. Now, Patty. Ничего себе. Ничего не понимаете в хороших костюмах, Санов. Да. Ну, аллигатор, да, как-то дюж полигонов много сделано. Хорошо, ответственно подошли. Вот белки не очень.
Okay, Zach, let's head back to the Holy Allah. 40, 80, 120. Эй. Каждый 40 печать We need to ядрить. confirm with our own eye. Ну, понятно, да, что никто оборудование не проверяет, блин. Живым не уйдешь. Ну, теперь они не должны такими быть буйными, я надеюсь. Не, на скейте проедем без проблем. Ну ладно, ладно, все-таки буйные. За мной прям бежит интенсивно он. Ага, все, отбегался. Ну все, да, они не так себя агрессивно ведут. Блин, а чё глаза-то? Мне шкуры нужны там для апгрейда всяких. Хвост. Ну, куда уходим? Извольте-ка обратно. Нерешительный. И они, видите, тут меньше стали. Там были прям, ух, во, шкура. Блин, убил нечаянно, ну ладно. Да, девка сама бежит, ничего. Нормально. Девчонка, ну вы чё, пацаны? Даже на ачивку не будем такое делать. На ачивку надо ее застрелить? Серьезно? Ее 120 раз надо убить? Так нет, она же не может умереть наверняка. А, застрелить, наехать, удать. Не, ну это мы можем там кулаком махнуть, да. Блин, а тут нигде дырок нету, да? Игре скоро каюк, да с чего вы взяли-то? Мне кажется, тут много еще чего делать. Блин, 5 альбомов еще собирать. Вы чё, пацаны? Looks like we'll be able to take a warm, invigorating shower tonight. А... Все, да? Patty, are you okay? No. Worried about your parents? Well, of course I am. My mom is sick, you know, and she got even worse starting about a year ago. She used to be so beautiful, but now she looks like a completely different person. В Якудзу не играл. Ну, говорят, хороший прям. She can't even get up out of her own bed no more. I'm sorry to hear that. I already hurt you once in the past, and now it looks like I've gone and done it again. No, I know Mama's illness ain't your fault, Agent York. It's more about Daddy. He what? Nothing. Just forget it. Ага, все-таки батя что-то там замешан. В Якудзе много похожей фигни.
Хм. Hey! Y'all get down from there right now! I said get down here, goddammit! Парень, ну ты, блин, как без руки б не возбухал бы особо. The heir to the Clarkson legacy has come for us, Zach. And he doesn't sound very composed. You rotten little snakes! This is private Ну, он ужрался, property, да, наверное. goddammit! I guess you really do want to throw down with the Clarkson, huh? Get out here! I never gave you permission. Yeah, you think you can just walk all over us, huh? Hey! You hear me? Climb down here right now! You're gonna pay Блин, for я pissing думал, off the это... Clarkson. Oh yeah, you'll get yours. Oh yeah, you will. Yeah. Son of a bitch. I could arrest you for drunk driving, but I simply haven't got the time. What? What did you say? Ever since you got here, my whole family. And now they're all dead. You're Satan. Да-да-да, как будто я это все сделал. Угу. You came here to destroy the Clarksons. You destroyed them. Припой меня. Satan. Satan? Not quite, Daniel. I'm just an agent carrying out a mission in accordance with federal law. On the contrary, I came to put a stop to all these problems. Да-да-да, это тот, кому руку крокодил откусил. You might even consider thanking me for it. Federal law. Mission accordance. You hear that? Bastard wants me to thank him. I lost everything. My treasure. At least my old baby girl. Да и руку тоже потерял-то стрёмно так-то. I don't know. Да шо. Продать все, переехать в нормальный город и жить, поживать и добра наживать. Денег-то дофига тут будет. Если он сам-то не может управлять. You reap what you sow. God damn it. Whether you like it or not, you're the new heir to the Clarkson legacy. You could rebuild their empire, or resign it to the ravages of time. Do whatever you like. But you'll no longer be able to borrow a certain someone's power and march around like you own this town. You need to accept that and prepare to survive. Заслугам, да. Чё, а Okay, какие его Zach. заслуги? Ну, грубоватый мало, и все был. Our investigation just led us to fill up a holy Allah. What do you think we'll end up doing next? Perhaps we're embarking on a new saintly line of work here. But I suppose we have the skeletal gentleman to thank for that. Next, we need to speak with the 17 comrades. We were blessed with this oracle, so we have a duty to follow it out to the end. But, come on, Satan. God. Ну, тут ехать рядом, да.
Блин, я боюсь, что мне за поездки больше не будут давать денег. То есть это же ачивки какие-то были, получается. Кольцо его не зажилил, кольцо ему отдал. Вы чё, пацаны? Не его, а его жены. Так, что от меня тут ожидают? Что, каждый дуб буду щупать? Zach, do you sense that? These trees have watched over this land for the past 300 years. Long before the Clarksons built up their town, these trees were here. If they could speak, I wonder what they'd have to say about this case. Has there always been a different number of trees on each side? Yeah. I heard that by the time our town came along, they... A general from the South might have cut one down during the Civil War. Intriguing, Patty. Why did he cut one down? I don't know. Folks say he planted a red tree in its place. I don't know if that's true or not, though. Да, что с красным деревом не получилось, да, расти. Zach, the shape of these seeds. They look just like the ones we saw at Lisa's altar. Patty, it appears that legend about the red tree wasn't a total lie. The first tree is withered and gone, but the shells from its seeds remain. Perhaps that red tree left some descendants somewhere else. Блин, ну потомков мы его уже видели в многих местах. Слышь, пес? Zach, he seems to know something that we don't. Doesn't it seem like he's trying to guide us somewhere? What? What's going on? Change of plans, Patty. Let's go on a little stroll with that Dalmatian. Блин, бетонный далматинец. Команда атакует. Куда походи? Медленнее бегай, быстрее шага. Да. Не, ну может предполагается, что я вот так буду догонять. Ну да. Ой. Ну ладно, он собака, ему можно. А поближе некуда было бежать, а то мы уехали как бы
тут недалеко уехали, просто петляем как дурачки. Что, мы опять на аллигаторную ферму бежим, что ли? Алло, пес, ты чё? Или он к дереву, да, наверное, ведет? Блин, ну дерево я здесь в поместье видел. У доктора Р. На другом берегу от тростниковой фермы. Вот. Ну и здесь, как само собой. Так и оказалось. Пес, мог бы и так сказать, я бы доел. Ой, ладно. Надеюсь, мне их не 17 штук надо найти Is будет. this the red tree that General planted? No way! This is a maple tree. Да какой ты мейпл? Ты чё? A maple tree? Then it shouldn't be red at this time of year. You're right. That's strange. A long time ago, my mama and daddy used to come here together a lot. They told me they used to go on dates here. Back mama would make sandwiches, then they'd come here and eat them together. My mama was really pretty, you know. When I was a kid, I believed she was a real goddess. То есть, погодите, про какого на папку? Про своего вот этого темнокожего, да, который, получается, он с ней ходил сюда, ел, и она родила все-таки от своего брата. Непонятно. Under the boughs of a legendary tree that stayed red all year long, a small miracle was born. One man managed to win the heart of the most beautiful girl in the world, and they call him Melvin Woods. Пес, погоди. Looks like it's time to move on. What a fantastic guide we managed to find. He actually waited for us to finish talking before taking us on to the next spot. Фантастический гид просто. А можно я его с собой возьму, он будет просто лапы мне показывать, и все. А то сейчас окажется, что он по всем деревьям будет пробежать. Это много. Как же прям, гляньте, под дорогу, блин. Прям поверх такая тоненькая лежит. Видел пёсель, который сам умел на скейте кататься. Крутой, наверное, в бандане был. К дому Мелвина, что ли, бежит? Я не помню, у них, по-моему, тоже, да, было это дерево красное. Или нет? Ну, пес, ты куда? Направо, налево? Алло. Да нет, не к дому Мелвина, похоже. Или да. Да ну ядрить!
пес, не беси. Его такие прям нарезает он, ядрить. Поехать по квест-маркеру? Да я боюсь, что надо будет заново делать. А это не очень хочется. А, вот видите, какое есть дерево. А. Лысая, Hey, Patty. красная, да. How would you rate this creation? Not bad, I reckon. They made good use of its natural form, while also pulling out the soul from within. The artificial color also looks pretty. А, то есть оно You don't искусственное. usually see this level of harmony. Something unnatural always ends up Ну, getting что left трясется как behind. натуральное. Zach, did you catch all that? She sounded just like the curator of an art gallery in New York. I think we may have just uncovered a new side of her. But unfortunately, I can't see anything artistic about it. Honestly, it looks insane to me. That's all I get from it. And there's no way that this is a descendant of the tree that the general planted. Пес, ну хорошая. Едерить, блин, он по всем деревьям, что ли, возить будет? О, это он и в поместье побежит тогда. О, это вообще по всему городу ездить. Она реально топовая? Нет, это у первой части высокие баллы, у второй крайне низкие. Она, ну как сказать топовая, она особенная. Так, знаете, особенная. Вот это ей подходит хорошо. Это ж неправильное дерево. Особенно глючное. Блин, думаю, собаку упустила. Увлекательно, да. Она, знаете, как-то легко играется, вот, несмотря на трэшовость происходящего. Вот только у японцев так получается сделать. То есть абсолютно какой-то трэш. Да я тебя ядрил, а, псина.
есть ей плавать можно. Да квест однообразный как-то в первый... Тоже там не фонтан так был. Но в первый прям помасштабнее еще и город был. Так, на машине кататься, там в дождик и все. В принципе, если всякие такие квесты не делать задротные, то ничего страшного. Иди по сюжету, да, по основному. И все хорошо будет. Наоборот, мне кажется, добавили больше всяких мини-игр, квестиков. Но вот рыбалки нету, да, я недоволен. Первая какая рыбалка была? Наживки покупать. Эх. Да, бляха-муха. Не, карта там пустая от слова совсем. Первые. Так что... Блин. Собака. По самым ебеням бегает. Ну да, она сейчас или к дому Лены Даутон. Потому что там есть вот здесь вот дерево. Она сейчас к одному, блин. А первый, я не помню, по-моему, HD-то делали переиздание на этот, на 4-ю плойку. Но не уверен. Да боевка, ну не прям говно, пацаны, ну хватит вам. Она как во всех консольных играх. Ну, в смысле, где стрелять надо именно из оружия, там всегда это плохо. Первая часть, ну, оно давно было. Ну, возможно, когда-нибудь. А может и сейчас отстранить, если будет. Погодите, еще это не прошли. Тут 1001 поворот еще будет сюжетный. Вы чё? Тем более, мне кажется, формат игры вот для свитча какой-то, ну... Хоть и говорят мне, что там сейчас больше серьезных игр в свитче, все-таки она... Скажем, непонятное позиционирование кики-чебуреки, да, при этом расчлененка, там оторванные головы и все такое, ну... Детям не возьмешь, да, и взрослым тоже непонятно. Ну, естественно, Да ну ядрить. Вот девочка, как она вообще за нами успевает, непонятно. Быстро бегает, молодая. Да, мы, короче, то, которое на берегу реки бежим. Или на берегу реки, или она сейчас в дом. Ну, в дом уже навряд ли она повернет. Первое, да, 4 года назад проходили. Капец.
Сейчас она насквозь будет бежать, 100%, да. Типа, чтобы мне метаться, она будет по диагонали, там, например, сейчас. Ага. Не, ну ладно, вроде по дорожке. Сучка. Ладно, псина, я без тебя могу доехать. Просто боюсь, пока она не прибежит, да, диалога вот этого ничего не появится, да, так и есть. Собака, стукни, исчезни, а. It appears that we've lost sight of our guide, Zach. Oh well, let's head back to the last tree. Бля. Да вы чё? Да, я же говорю, блин, ну надо было раньше попробовать, конечно. Я же думал, тут ты чё? Ядрить, а? Это да. Охрененные задумки. К последнему дереву, блин. Подождите, а тут 700 метров рисует всего. А, ну оно... Ну, вот здесь же, да, где-то было. Ладно, давайте доедем. Блин, просто пес так по-мудацки бегает. Это... Ой. Не, ну японцы, они умеют затроллить. Lena Doman, aka Professor R. How could such an intelligent person like her suffer such a tragic downfall? Does the South really corrupt people like Patty said? This sunlight certainly seems capable of breaking someone down. No matter how you try to resist it, it's so hot it feels like I'm burning up, but that doesn't explain it. Perhaps we really do need to focus on the Clarkson bloodline itself. Everything in this town, whether it's visible or invisible, it all carries shades of their influence. Buildings, people, conversations, food, right down to each blade of grass. There isn't anything beyond the reach of the Clarkson's breath. Even San Rouge itself was created by Clarkson blood. То есть потом к профессору Р побежит, да, похоже. Или в поместье. What stands before us now aren't your usual serial killers, and not even your usual drug case. It's the history of sin. Були. Блин, Були тоже неплох был. Но я от него прям сильно больше ожидал. Слишком наш Були кисельный оказался. А ремонт велосипеда, по-моему, так ни разу нормально и не починил. Там какая-то шляпа была с управлением. Сраный пёс сейчас опять побежит плыть. В
тот раз она так вокруг дерева не бегала, видимо, какие-то случайные есть кекс события. Читенжин спидхак. Нет, терпим. Пес терпел и нам велел. Ему еще тяжелее, он на лапках бегает. Конечно, блин, чё по мосту, да, не пробежать? Нет, блядь. Ой. Собака, ну давай быстрее. Потому что жарко. Тут хорошо проработана психология собак. Согласен. Собаки, они потеть не умеют, только через язык. А тут жара, она охладилась. И теперь мокренькая может с нами бежать далеко. Вот. Видите, как хорошо Артмарт подметил. Зрит, так сказать, в корень. Я знаю, куда ты бежишь. Я тут заткну первый. Пробежал мимо меня. Это был не совсем ремонт велосипеда, а модернизация. После каждого уровня поднималась максимальная скорость и разгон. Еще бы и машины в гараже, на них дадут возможность чинить. Нет. Блин, в велогонках участвовали, все эти проходили. Не знаю. Не помню. Ну, с чем-то прям проблема там была с какой-то мини-игрой. Прям... Да ядрючий случай, а давай беги нормально. Привет, косуля. Вот как представлю, так люди собак держат и каждое утро типа с ними и вечером, и в обед, там, я не знаю, когда бегают. Охренеть же можно, это с ума сойти. Нахрен нужна такая животина? Типа встал утром, там, спать хочется, есть там хочется, еще срать. Нет, иди собаку сри вначале. И она вот так вот бегает и бегает и бегает. Че, кайф, что ли, я не пойму. Потом приходит еще вонючая. Ой. Сомнительное веселье, я вам так скажу. Котики-то лучше всяко. Его там попускать можно и все, а собак чё? Бегать в жару с собак, самому потеть, потом дома собаке мыть лапы, потом кормить, на себя времени осталось. Да, кайф. С которым можно было бы соседу под дверь насрать. Я и без собаки справляюсь. Поступать с пёселями, если проспали, да никак, блин. Срут пёсели дома.
Все, говоришь, там этот щенок, теперь ты срешь дома. Я не знаю, пацаны. Ну там, видимо, собака не дает спать. Будет скулит там, орет, корябает, в нос там языком своим залазит по самый корень там, ну вот понимаете, вот это все. Ну вот, кто-то пробку вставляет, правильно. Тоже решение проблемы. Но только себе, видимо, да, не собачки же любимые. Так, она где-то тут должна выбежать. О. Идешь с пробкой на работу, ну да. На работе уже можно откупорить, если там туалеты есть. А вот запах, который везде, это жопа. Да, вот собак прям, ну реально, ой, запах. Не, ну есть, которые порой там типа слабо пахнут, а вот ну, для кого-то норм, знаете. У кого-то носки воняют, там смердят просто жопой, тоже норм. Привыкают. Собак, ну это маленькие собачки на пеленке, нормально, а вот здоровые это как бы... Как бы маленьких-то так и приучают, чтобы с ним вот это вот не заниматься ерундой. А такая вот, например, как таз навалит вам на пеленку, потом его... А, ну и, собственно, засрано, да, все вокруг. Это, ну, у нас потому что не убирают пакетики. Во-во, я говорю, да, все дворы. Now this is interesting. It looks like a tree that you could find anywhere. Yet it's also unlike any other, completely alien. And look how it's weaved its way into the landscape. Almost like cancer cells invading a human body. You might not even notice it unless you're focused on finding it. And this feeling. As I gaze upon this tree, I can feel evil emotions rising out from within me. Why on earth did that southern general bring this tree into this town? Кровавый генерал Юга. Собака мочегонная пьет. Блин, ну эти маленькие, они потому что больны всегда. Да, там аллергии у них, еще что-то, мочегонное пить надо. Еще все прям какие-то с причудами. Так, а девочка уже ручиной своей тянется, да, потому что она... Got it, Agent York. Есть только один ствол, который ты можешь трогать. Есть еще версия игры для андроида. Ой, да ну, это шляп. Не знаю, на телефоне играть прям одни страдания. The skeletal gentleman is a strict one, that's for sure. We're going to have to figure out what the giant lady's finger is if we want to continue on with this oracle. Lady's finger. Lady's finger. I'm at a loss, Zach. Ну, Lady's finger, наверное, семена вот эти вытянутые, The only нет? thing that comes to mind is a certain lady in glasses who displayed her middle finger to a truck driver. The student driver who was driving the car that Leslie Nielsen jumped into in order to chase down a criminal. 1988, directed by David Zucker. The Naked Gun. That car chase was terrific. It felt like we were watching one of our own car chases from the real world. У всех породистые, это же близкородственное скрещивание. Да. Это прям... Читал, что планируют обязательно регистрацию собак с забором ДНК, а потом ДНК меню выскивать, и да ничего у нас этого не будет делать, да хватит. Где-то там в Чехии пытались еще что-то сделать, ну вроде там есть такое, но... Когда у нас, блин, куча просто безумно уличных собак бегают и срут везде, разумеется, потому что они плодятся и живут на улице, то о чем-то говорить... That director must have gotten some advice from actual police officers.
Otherwise, there's no way he would have been able to film such a realistic chase. Hey, Agent York, can I say something? If you're looking for ladies' fingers, you know that's another name for okra, right? Окра? Another name for okra? Yeah, okra's pretty common here in Louisiana, so most people know about its other name. Окра? Что за окра? Какое-то растение, очевидно, да? Ну, окра. Что знакомо окра? Окра. Овощная культура? А бельмож съедобный это ядрить. Ничего себе. Ну, у нас ни разу не видел даже. Прикольно выглядит. Маринованный есть, просто в салате резанный, обжаренный. Понятно. Окра, она же бами, она же абельмош. Чехи просто чипирование, никто собачьим говном не занимается. Нет, ну там же тоже занимались этим. У Пратчета в одной из книг про ведьм было, помню, дамские пальчики, из которых они свою поклепку варили. Это помидоры были. Ну, помидоры есть, да, такие вытянутые. Бомжи хоть собирают образцы какуль на улице, фоткая собачья куча, ну и чтобы эти премии получить, да. Так. Huh. Okra. My talented assistant strikes again. You solved the oracle instead of me. Let's hurry over to the okra farm at once, then, and find the biggest piece of okra while we're at it. Hey, Agent York. The key word is giant, so it must be rather large. I'll bet it looks Она сейчас скажет, да вот же оно, да? And just imagine the stickiness. Ooh, I think I'll refrain from taking a bite. Hey, Agent York. Ой, прозевал. No? Okra farm? Relax. Just follow me. I reckon I know where we're supposed to go. Гигантский дамский пальчик? Блин. Ну, у профессора точно был гигантский дамский пальчик, а вот... Ни хрена себе втопил-то. Ну, опять как собака, да, с такой же скоростью бежит. Вот теперь мы увидим, как она насытится. То в самом деле. Ну, она хоть, надеюсь, не будет через кукурузу там носиться и все вот это. Нет фермы, да-да-да, нет фермы. Потом снесут это все в местные лабы, там анализируют говно и выдают заключение. Из 15 куч 3 кучи это собаки таких-то хозяев. Так, подождите, я ту девку потеряю. Hey, Agent York. Where are you going? Бомжи будут майнить не говно, да-да-да. Выхватывать, знаете, кто-нибудь в пакетик собирает, а бомжи выхватили и все. Stay close to me, or I'm not gonna show you where your next stop is. Давай, пошли. Блядь, муха. Умеют они маршруты прокладывать. Not that way, Agent York. Stay focused, jeez. Да в смысле, я за тобой бегу, ты чё, кикуешь, что ли? Не туда, сама ломится, блин, не туда. Выхватил и в лабу, да, пока свежий. Скорость-то та же? Не, скорость не та же. Я медленнее, чем так бегу. Так или нет? Сейчас попробуем. Да, видите, она быстрее бежит. Ну ладно, ну без разницы, понимаете. Я сказал, она со скоростью как собака бежит. За ней плохо. Так не успеть, а так обгоняешь. Ну ладно. Как скажете, пацаны. Можно бежать и ее боксировать еще понемногу. Ну, нет, я думал, к мистеру это R побежит. Сюда вот. Там тоже красное дерево есть. Но, похоже... Миссис Карпентер дом. Не знаю. Ну, любят они кругаля наворачивать. Девочка любит, чтобы за ней побегали.
Ничего, пускай бегает, жопу качает. Я не понимаю, в чем проблема с собачьими экскрементами. Типа они несколько дней в год вид портят, причем в такое время года, когда снег сходит, все равно ужасно выглядит. This way! А еще у нас и так пустынями происходит в городах из-за сбора листьев и вывоза на свалки. I know where the giant lady's finger is. Блин, Арт Мартин, не только весной, оно везде. Оно вот и сейчас прям на плитке может на тротуаре валяться прям кучей здоровых. Кто-то вляпается, размажет. Это все на велосипеде проедет, размажет. Прям до хрена. Понимаете, вот на тропинке еще видно где-то там, да, там асфальтировано или там на дорожке. А ступишь в траву и все, шансы прям 50 на 50. Влезешь ты в говно или нет. This way! Ну, просто мое мнение такое, что все-таки город для человека, поэтому ты не должен испытывать какого-то дискомфорта на то, что ты в говно влезешь или там покусают, да? А вот про детей там тоже он упоминает. Это вообще постоянная тема. На взрослого еще там они залупаться побоятся, а вот на ребенка-то заради бога нападать. То есть тут так говна хватает, типа грязи всякой. Ой. Тут в лес уезжаешь порой, и то там, да. Там еще и человеческого много. В чем проблема говно собирать? Да, вот это вот действительно в чем проблема. Купи он целлофановые пакеты и собирай. Ну нет. Это же говно. Зашквар. Да не вступать-то я и тоже не вступал. Но вот видите, это постоянно. И видишь размазанное, значит, тот вступил. Шел там. Или там бежал, я не знаю, некогда. Или там смотрел куда-то в телефон. А говно вот оно. Человеку тоже надо говно распознавать, а то туалетов нет, срать негде, поэтому терпите. Блин, девочка, куда ты бежишь? Блин, она что, вообще в другой угол, что ли? Ядрить, они киканули, конечно, с этим квестом. И вместо удобрения, да не будет... Ну, хватит вам. Удобрением где? На асфальтной дорожке оно будет? Или размазано по чему-то ботинку? И высохшее говно явно удобрением прям таким не является. А еще собачки любят это говно есть друг у друга. Особенно свежее, жидкое прям. Да что ты, беги давай. Или я должен бежать по жопе хлопать. Говно не удобрение, навоз удобрение. Истинно так. А что кушать собачки? Другое говно. Как понимаете, это... Видимо, с каждой порцией все вкуснее становится. Ядрить дорогу и переходить не... Что, здесь? This is the giant lady's finger. Okra boy. Ну, ядрить. Окробой.
He's kind of like the town mascot. Фермы нет, но при этом маскот это окра. You're right. No matter how you look at him, he really is a giant lady's finger. Если она занимается... Прям вот именно свежую кучу прям все обожают собаки. Ну, видимо, запах хороший. Ну, для нее там. Я не знаю. Да шоу про мозгов не хватает. Ну, если вкусно пахнет, блин, понимаете. Просто она вот так съест, а потом своему хозяину идет там это лицо нализывать. Он, да ты моя хорошая. О, что это тут за семечки такие? But Patty, there's no okra farm in this town, is there? That's right. Then why did they choose okra for Не the town первый год mascot? живу, видал, понимаете? Good question. He's been here for as long as I can remember. Daddy said he remembers Okra Boy being around when he was a kid, too. The plot thickens. Zach, doesn't it look like Правильный he's вопрос, pointing да. at something? Указывает вниз. Let's follow that white glove. Нет, я видел оправдание после этого, что у собак... А, вот это огороженная территория. Мы проезжали, я еще попасть не мог туда. Patty, Ага, надо сюда вломиться как-то. Типа, собачья слюна дезинфицируют, даже раны вылизывают, и поэтому вот как бы ничего страшного, что она лижет там лицо, все дела там. Что говно делает, подумаешь. Мелочь. Ну то есть она доступна, пульт управления мостом. Ох, до этого нельзя было входить. Так. 4 собаки было, 2 из которых со мной живут сейчас. Как всегда, одни заводят, а другие... Правильно, одна собака заводит других, типа, пацаны, давайте говно жрать, а другие жрут, а они потом кекают, сидят. Ну, это которые маленькие поумнее, они говорят, о, слышь, там куча навальной свежая, а эти подбежали... Что чушь несет, ну да ладно. Так. but it looks like its insides have been replaced with something else. Oh, yeah. I remember Daddy telling me about this. This drawbridge hasn't been used for decades now, so the control room doesn't work, and the power's been disconnected. Так, теперь надо, значит, павер подать. Или оно... Что-то пикнуло. А через забор нельзя перелезть? Password that requires 3 letters? Looks that way. What's this, then? There's an H on the top, bottom, and left sides of the leftmost panel. Неприятно слушать про говно. А видеть это приятно? Вот то-то же. Так что не жалуйтесь. И в смысле вам неприятно слушать, потому что наверняка вы тоже ходите говном, пацаны. Нет, кто-то, понимаете, бабочками ходит, возможно, или там радугой. У меня прошлая собака где-то на прогулке пожрала человеческого говна. Дома наблевала им на диван. Пришлось выкинуть диван. В смысле? Ты плохой собаковод. Надо было восхищаться, что собака еды в дом принесла. И она наблевала, потому что, ну, типа, этот запас еды делают. То есть, если собака нажирается, она идет где-нибудь, сблевывает, потом позже приходит, вот, съедает. То есть, вот кости закапывают это редко, когда откапывают, прям очень редко. Ну, то есть, забывают это. Вот, а блевотина-то она пахнет, поэтому ее доедают там. Ну да, то есть, это поделилось буквально. То есть, ее, ну, пришла и буквально, да. То есть это вот в лёжках где-нибудь еще они там нажрутся, потом идут там блюют, потом опять своим делом занимаются. Есть захотел, прибежал, поел.
Чё начал? Сам как будто не любишь говнеца навернуть. Бывало, стрим заведешь и часа 4 2 руками наяриваешь. Да, пацаны, все с вами, как бы, понимаете, у нас массовое потребление качества. Диван уж до кухни не несла, да, в тарелку не положила. Нет, вы не поняли. Так, буква Н, на. Видимо, переведенные тоже текстуры надо, а? Patty, trial and error won't get us anywhere. There are 26 letters in the alphabet, which makes for 17,576 different combinations if we use 3 of them. Let's try something more efficient. I know that. I was just fiddling with it. So, what do you want to try, Agent York? Just leave this to Zach and I. Zach, this password may look complicated at first glance, but you needn't worry. This is a chemical formula. A challenge from Professor R. The H that's tattooed all over the leftmost panel stands for hydrogen. In other words, the leftmost panel represents the molecule you get when 3 hydrogen atoms merge. All we need to do is figure out which chemicals go in the remaining panel. Try reviewing what we know. We spoke to the 17 comrades who saw the birth of New Orleans, filled the Holy Allah, then found the giant lady's finger pointing toward the entrance to the Forbidden. After we met the 17 comrades, we encountered that ominous red tree. There was sap dripping out from the red tree's trunk, wasn't there? That must have been a metaphor for wood vinegar. Then, in order to fill the Holy Allah, we went to the reservoir. The water tower represents a distillator, and the water represents coolant. Wood vinegar, distillator, and water, Zach. Figured it out yet? The chemical formula is CH3OH, methanol. It's got to be COH, starting from the left in that Блин, он order. взял все и Methanol is рассказал, highly что ли? flammable and used as the base Зачем ingredient так in делать-то? formaldehyde. This has Professor R's name written all over it. That oracle really sent us on a roundabout mission Да this time. ядрить, It чё вы almost feels like скачете-то? we're playing a video game here. Talk about stupid. Zach, start at the left window, then put in C, O, and H. The Блин, ну answer is зачем methanol. он... Ой. Все они могут, ну просто... Zach, start at the left window. Не, ну так неинтересно, конечно. Да вот я говорю, что он сам пароль. Надо было как-то намек там или что-то еще вообще к чему это, да? That must be the entrance to the Forbidden, Zach. You can't touch that! Smarty pants scientist said no. Так ученый нету уже. Avery Smith. Drawbridge don't work no more. The machine's junk. Yup. Yep. You're right, Avery, but don't worry. I got permission to touch it. Permission? Agent York, you got permission? That's right. Permission from the President of the United States. The president? Oh, he's a smarty pants. Okay. I didn't see nothing. Yup. Won't tell no one neither. Ну что ты его передразниваешь? Hey, Agent York, are you really going in there? К игроку как к Заку обращается? Непонятно. Не смогли придумать пароль, до которого самостоятельно допетриться. Ну, может быть, да. Yes, I have to. I'm getting kinda scared. Подождите, а это здоровяк и в первый, что ли, был? Подождите. That's a rare word to hear coming from your mouth, Patty. I don't see much in there aside from some overgrown А, да weeds, я do you? этот-то да, говорил. Ну, пацаны, ой. No, that's not it.
I'm not scared of the weeds. I'm scared of what you'll find, Agent York. И что ж я там найду? Твою-то потерянную девственность? You don't need to worry, Patty. You're my precious assistant, remember? I promise I'll protect you, no matter what happens. Ну, загадку непонятно, может, решили упростить потом, ну, Patty, the truth is, на этапе when I тестирования. first saw Okra Boy, I remembered something horrific. The most evil monster I've ever seen, in fact. A monster? Oh, yes. A demon incarnate who plunged New York City into mortal fear. The Stay Puffed Marshmallow Man. Marshmallow? Ghostbusters, 1984, Зефирный directed by Ivan человек. Reitman. Now that's a film that was filled to the brim with bona fide horror. A true masterpiece that boasted an honest depiction of just how frightening a real ghost would be. Even if you watched it now, I'm sure it would still chill you to the bone. First night I watched it, I was too afraid to go to the bathroom alone, so I made Zach come with me. Кегли, кегли жуть. Опа. The door. Ну все. Плавать не умеем, перелазить заборчики тоже не умеем. И под забором не пролезем, да, тоже? Толстенькие. После пробежки собак позволить игроку решить эту загадку самостоятельно. Ну да, неплохо бы. О, девонька моя. Не сыкать на тебе. Did you notice anything strange before your daddy went missing? Did he seem different from usual? Or say things that didn't make sense? Nope. He was the same as always. We talked a lot. I reckon he was in a better mood than usual. Almost even too talkative. Zach, she's putting on a strong face, but it's clear that she's very worried. Let's try it. Ой, как без алкашки-то хорошо сегодня. Ну, в смысле, вчера, потому что прицел шатало. Что-то какие-то новые, да, появились, ползают. Угу. Не все так с ними простенько. Жопу отслячивает качественно, да, согласен. Привет, работка.
параллельный мир, да, типа попал я в мир духов. Ну, как я понимаю, этот мир создает вот это красное дерево, какое-то непонятное измерение. Какой желудок, писюн там Zach, I замаринованный. think we found a laboratory. А девчонка что, на улице осталась? Какой-то гигантский мозг, ни хрена себе там. Плата за отель, ну вы чё? Псы. Не, вон девчонка. Да, без этого, без плюх за проезд что-то как-то и денежек не дают. Как бы не от бати это было ее. Ну, навряд ли, да, старенькое такое все. A research log. No, it looks more like a journal. Look, Zach. This belonged to Lena Doman. A professor to the very end. This book is filled with all sorts of detailed notes. Может, из органов она делает наркоту свою. Профессор, блин. Прям в центре города за каким-то заборчиком там супер лаборатория ее припрятана. Да? Ну как супер? Ну, в общем, научный прибор. She studied abroad during school. Most likely in order to get as far away from her father's prejudice as possible. Abroad, she studied chemistry and fire dynamics, then cultivated the groundwork for Sang Rouge. If what's written in this journal is to be believed, Sang Rouge is a naturally derived substance. That must mean it's something akin to ayahuasca, the hallucinogen found in the Amazon region. But Sang Rouge wasn't actually produced here. It appears that a special environment is necessary to summon the Red Demon. Zach, look at this. It says that when Lena was still known as Lenny, she once fell in love with a woman. She fell in love with her older sister. That matches up with what PJ mentioned just before he died. And apparently, they had a daughter. А вот и дочь рядом. Clarkson's family tree is far more complicated than I could have imagined. You can say that again. And here it says that the Clarksons' older daughter later fell in love with someone in town and got married. Then she must still be somewhere in this town. Hey, Patty, did you know about all this? I don't know. Или знала. Как-то она неуверенно сказала. This entry is from right after she became Lena. Zach, what could this mean? A salesman passing through town gave me an epiphany that changed my life. She didn't create Sang Rouge until after she met this person. And from that point onward, she started fanatically Блин, worshiping а в первой части тоже, да, по-моему, был вот этот She also торговец ceases to какой-то. mention anything more about her older sister. Блин, And не the помню, word пацаны. goddess of fertility starts appearing everywhere. Толстяк, да, который типа добрый, а там что-то с ним непонятно все было. Вот это память у вас. На дерево в полицайку всунул. The final entry, written just before she headed to the Clarksons' house. No one can stop my plan. Not even me. My only worry now is P. I only pray the fool king can stop him. Патрисия, да? Zach, it looks like we've uncovered yet another new character. Who's the fool king? Как король They're шутов, starting to скорее, read like a badly батя. written tragedy. And P.
It appears that Lena's worried about whether or not the Fool King will be able to stop our investigation and successfully murder this P character. P. Philip? Or Professor? No. It can't be. Ну, Патрисия же, алё. Oh. Эй, лапать. No, don't kill him! Девчонку волокли наверняка. Возле жирухи был негр, точнее, рука негра. Ну вот. Hi there, Hungan. Long time no see. У нас. Не, может, гостиница Касса Ананаса This is заведующий, да? definitely your simplest oracle by far. Может, и он. Типа хозяин. Он разделился на личности, а он... Patty. Now it all makes sense. Zach, we need to hurry back to the hotel and put all this in order. Блин, Пэти увезли. Обидненько. Богиня плодородия, извините. Согласен. Богиня плодородия может выглядеть только как жируха. А как иначе? И дверь внезапно открытая, да? Бывает. Так, а коктейльная сегодня открыта, а то, может, вначале коктейльную сгоняем, а то непонятно. Да, сегодня открыто. Мне пару раз-то осталось зайти. Как-то прибухнуть перед экшоном опять. Why do you think the Clarksons chose a dragonfly for their family crest? In some European countries, dragonflies are called devil's needles, and folklore suggests that they fly around, sewing up the mouths of children who don't do as they're told. In Japan, some samurai helmets are also shaped like dragonflies. There, dragonflies are seen as beneficial insects who march valiantly ahead, preying on the pests that devour crops. In other words, Фигурки женщин, да, блин, пацаны, из-за чего их такими делали, можно как угодно представлять. Может быть, даже из юмористических соображений. Мимоза, как салат. Апельсиновый сок с шампанским? Зачем разбавлять еще шампанское?
Понятно, шампанское с апельсиновым, с апельсином его называли. О, все коктейли попробовал. Today the town feels. Блин, еще в воскресенье надо... You can't fool me, Bureau. О, каким-то образом надо в воскресенье еще сюда проникнуть. Или к нему домой заехать, я не знаю. Да, вот подстава, конечно. Ну ладно. Главное не забыть. Тут испытание из-за бусинки. Заночевать в баре. В принципе, так-то попробовать можно с сигаретами, типа. Но могут выставить на улицу. We found many new truths hidden in Lena Doman's journal. And some of them went far beyond our wildest dreams. First, we should clear up who PJ's first daughter is. She was a complete mystery until now. But after reading Lena's journal, she still lives somewhere in this town. Lena's journal stated that this woman married someone from the same town. Did you figure it out yet, Zach? Who is PJ Clark? Ну, мамка Кэнди Вудс, да? Да. Yes, Melvin's beloved wife and the most beautiful woman in town, Candy. She's PJ Clarkson's first daughter, which means that just like Galena, Candy also carries his blood. Now we know why Melvin said that Galena was a beauty who could attract a lot of attention. Candy had no interest in the inheritance and was also sexually liberated. That must be why PJ ended up coddling Lena so much. Candy is supposedly sick, but she's now become a key person in our case. She must be why Melvin's gone missing. Melvin's beloved wife Candy committed a transgression in her past. Zach, what was it? Держал Мелвина под каблуком. Были особые отношения с братом. That's right. Candy had intercourse with Lena. Then she gave birth to a child that we know very well. We never heard any mention of her biological father anywhere in town, despite how much these country folk love to spread rumors. I knew there had to be some secret connected to her birth, but I never thought it'd be something like this. It's beyond anything I ever could have imagined, Zach. Next up is the Fool King, Zach. All you need to do is pick out the person who acted most like a fool when we encounter. Honestly, Да the ее answer папа is не clear, приемный. and it's a painful one to accept, isn't it, Zach? Melvin. He's got to be the Fool King. The way he's acted from the moment he located Lisa's body up to now. The way Galena was murdered, silenced, without any resistance. His discord with the Clarksons. The words PJ left behind. And the engineer boot prints we saw at the discovery site. It feels like the missing puzzle pieces are all falling into place now. But why did he decide to take part in Lena's plan? According to Patricia, he seemed to be avoiding Lena. There's no way he actually could have believed that the goddess of fertility would come and save the town. Oh. So that's it, Melvin.
As you nursed Candy, you too became corrupted by Sang Rouge. Ну, конечно, можно сделать было, что он там жену пытается спасти или что-нибудь такое. Drugs rob people of their judgment. They slowly but surely eat away at their users. That's most likely the reason it took Lena so long to enact her plan. I don't know what to say, Zach. This is absolutely unbearable. Lena fell in love with her older sister Candy, and the two of them had intercourse. But afterwards, Lena realized that there was a disparity between her body and her mind, and descended into suffering. Finally, Lena left home and decided to live on as Professor R. Meanwhile, Candy fell in love with Melvin, which led to her leaving home as well. I could only guess that Lena and Candy's relationship continued after they left home. Then, their strange love transformed into something else that bound them together in a powerful new way. Lena must have periodically delivered Sang Rouge to Candy as offerings to the goddess of fertility. It's hard to keep going with this, Zach. You know where it's all leading, don't you? If Lena's plan was to kill off every last Clarkson aside from her goddess, then her next target is PJ's last living descendant. She's in danger. We need to hurry. Он что-то непонятно, а зачем Патрисию-то убивать, если это, ну, его дочь получается, да? Zach, the climax is upon us. Whoever hit me in that control room sure wasn't holding back. Корчевание нужно убрать всех носителей крови. Ну, типа ждочек, там все дела, не знаю зачем. The blow was so devastating that I passed out instantly. There aren't many people who could do that. Ну, комары, ну хорош. They hit me right in my head, so my memories are fuzzy. Not my finest hour, to say the least. Now, what should we do next? First, we're going to need to refresh ourselves a little. Sunbathing, Zach. Let's go bask in some liquid sunshine that's just as hot as the sun out there. Жидкое солнце, напиток. Что? Могу предложить искупаться только в душ. Ну, костюмчик открылся. Так, а чем он... Ага. Не, ну это какой-то примерский костюм, конечно, ладно. Жидкое солнце, напиток, что это? Не, ну если белого с розами нет, то смысла нет это костюм менять. Черный. Безобразие, безобразие. «400 ачивок, 10 костюмов». Так, и... где-то коктейль искать. Блин, чё, вот в сову ехать в срату? Ну, давайте. Белый с бежем 102. Эй. Нужен мод. Такой костюм. Белый с розовым. Там и топовый в первой части был. Фиолетовый за 4.
today. Sometimes, yeah. Опа. You'll be back, yeah. Remember. Костюм как у бармена, да вот, тоже нету. Уж себе в труселях удобно. Боюсь, я не такой накачанный, чтобы ходить в одних труселях. Блин, коктейль. Жидкое солнце. Ну, я не знаю, может, в той же кассе ананасе это все находится. А дает там шеф-повар напитки тоже не понятно. Ну, может, час даст, да? That's what I'm talking. You can't. So make. Или может вообще в автомате, да? Кстати. Thanks, mister. Next time. Кстати. Ну, в кегельную только поехать. Все, больше я не знаю, где брать напитки. Так-то. Жидкое солнце. Ананас показывал не просто так, да, но видите, что-то не было нифига. Ну а где там еще напитки взять? У шефа, если нет, то и все. Ага. Oh, my lord. You sure look pooped, honey. Hello, Alexis. Yes, someone did quite the number on me. Must have given you one heck of a shiner. Well, let me get you some coffee so you can relax, honey. Yes, that's it, Alexis. Just what I was waiting for. Would it be possible to get an especially pungent cup, smoldering with all the heat of the southern sun? Coming right up. Кто этот ФК? Ладно. Форест Кайсон. Я не знаю, кто такой Форест Кайсон. А толстяк тот? Блин, ну извините, уж не помню. Да комары, ну О. Сейчас, пацаны, битва не на жизнь, а на смерть. Zach, look. Во! Слушайте, а может предсказание из первой части это как раз вот этот хунган был? Ля. Чашки кофе. Hattie.
Понятно, ублюдок. No, Melvin. No! Oh my lord, what are you trying to do? Wake the dead? What's wrong, honey? А если мертвецов поднять, то что? Стрелка показывает дом у дороги. Where is this boathouse located? Oh my lord, what's going on with you? Your poor voice is positively trembling. Just tell me. Where is this boathouse located? There's lots of boathouses around these parts, honey. Your guess is as good as mine. Well, then, can you at least tell me when this photo was taken? Looks to me like it was taken during the Clarkson Campbell wedding party when PJ married his ex-wife Audrey. There was a building this tall in town back then? Oh, you know what? That must be the cold storage warehouse. That big billboard on the roof is the Clarksons, see? I bet you'd be able to get a great view of all the boathouses in the swamp from up there. Thank you. That's all the info I need. Would you mind if I borrowed this? Мэнсон, привет. Shoot, of course not, honey. Thanks for your help. And keep the change. Oh, my lord. Да тут все, наверное, замешаны. Ну, погнали. Значит, надо залезть на рекламный щит. Щит. Рекламы. Тревога? А что у тебя тревога? Сиди, не тревожься, будь спокоен. На Google ты жидкое солнце вот так просто не догадаешься. Ну вот я зашел как бы. Зашел и нашел. Ага, ну это с той стороны, наверное, да? Там закрытая решетка. Сейчас, видимо, ее можно открыть будет. Да иди твою мать, блин. О, комары. Холодильный склад крыши с 8 до 5 до... закрыто с 8 до 5. Ладно. Не, жара безумная, Антон, это прям очень сильная. Жопа, просто жопа. В летнее время. А как же кондиционер, все дела.
Ничего не выпало, ладно. А ты купи. В чем проблема-то? Вентилятор уж хотя бы. Или гаветкой махать, а? Так, нечего спойлера ловить. Все правильно, дед терпел и нам велел. Все 400 не выйдет, понятно. Так, ничего больше не надо. Бусин, конечно, охота было собрать, но похоже, надо будет вот это кладбище сделать, 5 альбомов. И все к ним ведет. У папа еще как-то квест сделать. Да не, ну ачивки, да, смысла нет. Если топового белого с розой нет, то это все остальное не костюмы, а так. Хренота. Семь часов чисток. Ну ладно. Для костюма придется игру качать и насиловать. Что? Thanks, mister. Next time. Кого качать, куда насиловать? Ну так не пугайте, пацаны. Блин, 2 часа уже время, да? Ну давайте глянем, что там на башне. Кто ж знает, Антон Мэнцев что-то начала не видел. А было ли начало? Ты спишь сутками? Ну, а сутками, знаете ли, не все могут спать. Кто-то кур предпочитает. Ха-ха-ха. Ага, здесь какой-то, значит, появился однорукий наш, да, дружбан. Oh, it's you. I reckon I owe you an apology for... I think I get what you meant now. You'll no longer be able to borrow a certain someone's power. Блин. Those words woke me up. Все, сейчас охота устроена комаров. Get myself together, or you say... So, thanks. Now this is a surprise, Zach. Can a human being really turn themselves around this Hey, come on, don't say that. I was drunk, you know. Возможно, что-то замышляет. I lost my baby girl, my wife, then my father-in-law. I didn't know what to do. Да как, надо вторую руку отдать, и 2 ноги тоже. Blaming it all on someone else was the only way I knew how to cope. All right? What are you here for, anyway? Thought you already investigated this. I'd like to get your permission to climb up to the roof. Right up to that hideous sign there. Oh, is that all? Well,
go on ahead. I know you're a genius agent. If you need to go up there, then by all means. Danny, I'm not a genius. I'm a complete failure. I never even gave a single thought to PJ Clarkson's first daughter. I was practically oblivious the entire time. I never considered the possibility that Lena had a child either, and that misstep cost us many sacrifices. But you know all about it now, right? Then just move on. Чего сразу-то не сказал, что You есть там figured дочь out это и that все it was дела? Galena who murdered Lise, and that Galena was being manipulated by Lena. You proved that my treasure wasn't evil after all. It may have cost us a lot of sacrifices, but that still makes you a genius agent. And that's how I know I can trust you. Now, I don't care if you're FBI. I'm still gonna come clean and say it. Whoever killed my treasure is gonna pay. I want to track him down and kill him with my own hands. But I'm a Clarkson too. So I made up my mind. Так что я передумал. All Clarksons got a job to do. Да, вот твоя работа, хорошая дверь мне открыть. Спасибо. Кожаные портки. Which one is it, Zach? Patricia must be in the boathouse we saw in that photograph, along with Melvin and Candy, the goddess of fertility. What I saw at Alexis's restaurant, not only was my mind still reeling, but the oracle was also rather vague. But so what, Zach? We just need to find the same boathouse that we saw in that picture. There's got to be another singularity inside it. Мгм. Zach, that's the boathouse. It's right where the photograph was taken. But I have no idea how we're supposed to На reach it. лодке Чака. Что значит нет идей? Zach, it looks like we have no choice but to head back to the starting Да, line. с чуваком, который Let's go нашел and see тело. the one who fired the pistol at Mhm. Heaven. Чака. He should be able to transport us straight to that boathouse. Remember, his love for justice is so strong that he chased a poacher's boat all the way up the bayou. I'm sure he'll be happy to help us. Zach, stop and just imagine it for a moment. Chuck's face, once he hears that poacher's boat is actually a shrine housing the goddess of fertility. What's this? Who left this message for her? Zach, you know what? I forgot all about our 10-foot giant. We still have a lot of work left to do in this town. Да что ж там за такой гигант? Zach, there's the biggest man we've seen in town thus far. Let's talk to him just in case. Hello there, Avery. I need your help. Would you mind raising your arms up high like this for me? Raise my arms? Thank you. That's perfect. It appears that even with your height, you'd have a tough time reaching a spot up that high. I love Lise. Yup. But Lise got cold. Lise Одного turned человека на плечи другого? white. Ну, зачем? My poor sunlight wouldn't move no more. Avery, I understand how you feel. I'm sure that Lise does too. Really?
Oh, yes. I guarantee it. Right now, I'm trying to eliminate the cause of her death, but I need your assistance. If you ever see a man who looks taller and stronger than you, I want you to let me know. I will. You bet I will. Типа здоровяк здоровяка видит издалека. По такой логике должно работать. Do you think Patty's okay? She acts strong, but it seemed like she was deeply distraught. Where did Melvin disappear to? The same goes for her mother, Candy. We never even got a chance to meet her mother. Did they get swallowed up into the Clarkson's vortex as well? We need to hurry, Zach. As of now, Patty could be in danger. Can't stop moving until we find the source to all this chaos. Hello, Chuck. The time has finally come to catch that poacher's boat you spoke of. Ему уже и не надо. Oh, now he wants to catch the boat. Thought you FBI boys don't chase down boats. Ain't that what you said? Unless it's a terrorist boat that plans to overthrow our country, right? You're exactly right, Chuck. I discovered that boat does contain perpetrators who are potentially capable of overthrowing our country. Perpetrators who are deeply connected to a new drug called San Rouge. And you expect me to help you? Yes, I need your help. I see you got the balls to match just how big a goddamn prick you are. Poachers can fuck with my farm all they want, but the moment drugs get involved, all of a sudden you're raring to go. Guess what? I don't give a shit. Да, что-то он не торопится помогать нам. I can't solve this case without your help, Chuck. If you're angry about how I acted earlier, then please allow me to apologize. I don't want no apology. Then how can I get you to trust me? You really don't know when to shut up, do ya? Блин, переиграть его. As you can see, I'm busy here. So if you're done... Chuck, that was amazing. Absolutely incredible. Fantastic. How did you do that? Thanks? I don't know. The answer lies in his physical advantage. That's it, Zach. Your stance when you toss makes all the difference. I can't get over how beautiful his stance was. You like skipping stones? You know, I always trust a man who knows how to skip good. See, the key to skipping is how close your arm is to the water when you throw. You also need accurate speed, an accurate wrist snap, and accurate timing when you let go. That's why short folk who stay low to the ground and keep a low profile like me can skip better. And that's how I reckon I can trust a man who knows what skipping's all about. Got it? If you want my help, then I'll lend. Понятно. Более 5 очков, так я набрал уже более 5. Более 5, это просто кинуть. Смеетесь, что ли? Видимо, более 5, может, прыжков надо набрать. Никто не восхищался сценарием. Hot damn! Woo-wee! You're a natural. That was flawless skipping, all right. Какая цель? Ну, найти убийцу, распутать дело. Really? Oh yeah, you got talent, boy. And you're humble, too. Well, I did have a great teacher. That's what helped me to stay low. Yep, that's the key. Gotta keep low profile.
Folks can learn a lot about life from stone skipping. Feller's gotta stay humble. Keep himself from getting all arrogant. Know what I mean? Okay, maestro, I trust you now. I'll take you into the swamp, or wanna shove off now? Fine then. Just give me a holler when you're ready. I always trust a good skipper from the bottom of my heart. Изи к нему подходить. Камень кинул по воде. Ага. Терся в доверие. На Твиче можно фильмы? Да там все сложно. Иногда смотрю. Так, друзья мои, погнали спать. Блин, время 2 часа. Завтра на работку идти. Да. Да. Так что всем спасибо за просмотр. Давайте до новых встреч. Пока-пока. Ну, прям развязка уже, такое ощущение, приближается, да, игры. Может забить на все мини-игры, да просто пройти игру и все. Чё мне эти костюмы, правильно? Всего добрых снов.